Путин придумал название оккупированным территориям. Лукашенко хвалит его и атомную станцию, а ученые находят Атлантиду. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Израиль придерживается международного права и предупреждал жителей о начале обстрелов. Вот листовка, которую мы рассылаем. Более 1 200 000 листовок жителям Газы. Польша усиливает свои вооруженные силы, увеличивая количество подразделений. Хизбалла не планирует вступать в войну. Хамас все отлично спланировал сам. Беспокойство вызывает то, что это может перерасти в дополнительный конфликт или в полноценную войну. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать и не забывайте подписываться на наш канал. Поехали! Ни ВСУ, ни оккупанты не могут продвинуться вперед из-за надежной противовоздушной обороны с обеих сторон и слишком широкой линии фронта, на удержание которой уходит много ресурсов. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в очередном отчете. Еще одну тенденцию раскрыли аналитики британской разведки. Успешнее действуют силы, которые обороняются. На юге у сил обороны Украины возникают трудности с защитными редутами оккупантов, а у тех в районе Авдеевки ничего не выходит с обороной ВСУ. Путин встретился с членами Общественной палаты России и не упустил шанса повыступать, поповторять и закрепить сказанное. Вопрос, который российские медиа считают главным. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Вот вы же сейчас вот говорили о том, что это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории. Люди там проживали на этих территориях, наши. И еще он предложил придумать захваченным территориям одно общее название и напрямую обвинил Запад в беспорядках в Дагестане. Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. В России сожгли авто директора предприятия, производящего ракеты. Главное управление украинской разведки об этом пишет. Пишет, что гендиректор компании «Госниймаш», владелец авто, которое сожгли в Нижнем Новгороде. ГУР пишет, что это предприятие ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми Москва наносит удары по объектам в Украине. В частности, «Госниймаш» выпускает боеголовки. Лукашенко поехал в Островец отмечать завершение строительства БелАЭС. И не мог никак не сказать, какой Путин молодец, как бы оправдываясь за то, что потребовал от России компенсации за задержку в строительстве. Мне же надо было у россиян вытащить компетенции. И да, я Путину сказал, говорю, ты знаешь, станцию-то ты мне построишь, но мы должны вместе строить. И мы должны научиться, ну, насколько это возможно по максимуму, ну, за исключением, к примеру, реактор. Вот мы обсуждали, ну, что нам строить реактор? Есть кому строить, и хватает производства и так далее. А все, что можно, мы должны научиться. И надо Путина поблагодарить, он вот молодец. Он говорит, все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте. Вместе, говорит, поедем за границу строить. Вот какая была большая цель. А построить станцию, ну что, ну построим, это не вопрос. А вот научиться, и они сделали великое дело для нас. Израиль предупреждал жителей Газы, разослав 6 миллионов сообщений, сделав 4 миллиона звонков, предупреждений об эвакуации и начале боевых действий в секторе. Об этом говорит президент Израиля на встрече с госсекретарем, который уже в 3-й раз с 7 октября прилетает в страну. Я хочу сказать кое-что в знак нашего уважения к гуманитарному и международному праву, которое соблюдает государство Израиль. Вот листовка, которую мы рассылаем. Более 1 200 000 листовок жителям Газы. Мы осуществили 6 миллионов текстовых сообщений и 4 миллиона телефонных звонков гражданам Газы.
в соответствии с нормами международного права, когда мы предупреждали граждан заранее, в том числе перед атакой на Джабалию. Пожалуйста, уходите. Потому что, поскольку у нас есть право на самооборону, мы хотим, чтобы вы ушли из помещений, откуда по нашему народу стреляют ракеты, пушки, бомбы, минометы, откуда идут ужасные зверские атаки. Выйдите, чтобы мы могли войти в соответствии с международным правом и защитить наш народ. 6 миллионов сообщений, 4 миллиона телефонных звонков, 1,2 миллиона брошюр и телефонных звонков в дополнение ко всему этому говорят о том, что мы защищаем мирных жителей, которые уходят в безопасную зону, оказываем им необходимую и нужную гуманитарную помощь и даем возможность защитить себя. Спасибо, господин министр. Блинкен заявил на встрече, что Израиль имеет право сделать все возможное, чтобы подобная атака 7 октября никогда не повторилась. Но при этом подчеркнул, что Израиль должен защищать гражданское население при бомбардировках. Глава ливанской радикальной группировки Хизбалла Хасан Насралла обратился к своим сторонникам по всему миру впервые за длительное время. Он заявил, что нападение на Израиль – это операция исключительно Хамас, которые все гениально спланировали, а ливанская группировка даже не была в курсе, но эскалация между Хизбаллой и Израилем вполне возможна, но не в данный момент. Беспокойство вызывает то, что это может перерасти в дополнительный конфликт или в полноценную войну, или что этот фронт перерастет в более широкую войну. Это реальная возможность. И это может произойти, и противник будет делать все возможное для этого. То, что происходит на фронте, очень важно и имеет большое значение. Кажется, что некоторые хотят, чтобы Хезболла поскорее вступила в войну с противником. В целом, из речи лидера Хизбаллы становится понятно, что вступать полноценно в бой организация пока не спешит. Объявлять войну США или Израилю тоже пока не будет. Но это пока, все может измениться очень быстро. Хизбалла – самая крупная ливанская военная и политическая сила. Во многих странах мира, в Европе и США она признана террористической. Польша последовательно усиливает свою армию, увеличивая количество подразделений. Теперь министр обороны объявил о создании нового подразделения – 8-й пехотной дивизии. Это будет сильная дивизия, построенная по так называемому четырехстороннему принципу. 4 бригады, 4 батальона. Действительно могучая сила этого тактического объединения. Только так мы сможем сдержать агрессора. Мы осознаем угрозы. Россия проводит агрессивную политику. Она напала на Украину. Мы видим, что в разных частях мира происходят конфликты. Другая война на Ближнем Востоке, напряженность в Азии. Единственный эффективный способ удержать агрессора от нападения на Польшу – это создание сильной польской армии. В Земле могут находиться обломки стародавней планеты Теи. Ученые разработали теорию, согласно которой 4,5 миллиарда лет назад протопланета Тея размером с Марс ударилась о Землю так сильно, что ее обломки образовали Луну. В то время Земля была еще молодой и имела всего 85% от своего нынешнего размера. И ученые считают, что куски Теи до сих пор могут находиться в мантии нашей планеты. Сейчас они нашли новое подтверждение своей теории гигантского столкновения. Глубоко в нижней твердой мантии Земли, под Африкой и Тихим океаном, они обнаружили 2 образования размером с континент. Ученые называют их обширными областями с низкой скоростью смещения. Они плотнее других частей мантии Земли. Конечно, это может оказаться Атлантидой, но подождем окончательных выводов ученых.
Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте делать репосты и подписываться на наши каналы. Это обязательно, ведь так нас становится больше. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.